Друзья, привет! В этом ролике буду делать укладку на свои тонкие короткие волосы с помощью двух средств от бренда TG. Из линейки Bad Head. Фиолетовый это Small Talk и желтый Motor Mouth. Дальше я их буду называть просто фиолетовый или желтый шарик. Друзья, заранее подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать выход новых видео. Я помыла волосы перед укладкой просто шампунем, без использования кондиционера. И на одну часть головы я нанесу средство из фиолетового флакончика, а на другую часть крем из желтого. Меня часто спрашивают, в чем между ними разница. Скорее всего, обладательницы прямых темных волос особо разницы не заметят, потому что на таких волосах средства действительно работают одинаково. И то, как сработает средство, то есть какой результат мы получим, скорее всего, будет зависеть от количества, пропорции, правильно подобранной подходящей дозы индивидуально. Это очень важно, потому что в противном случае можно получить эффект грязных волос. Но если вы найдете свою волшебную пропорцию, то результат вас действительно будет радовать очень долго. Укладка держится в течение всего дня. Волосы выглядят плотными и густыми, объем не падает. Фиолетовый TG это средство 3 в 1. В нем уже есть термозащита, кондиционирование. И он создан для уплотнения визуальной густоты волос. Он больше подходит для пористых, поврежденных, вьющихся, волнистых волос. Также он замечательно подчеркивает текстуру локонов, завитков. Подходит обладательницам коротких стрижек, когда нужно подчеркнуть какие-то отдельные прядки, текстуру опять же выделить, слои подчеркнуть в стрижке. Оба крема обладают средней степенью фиксации, но при этом укладка выглядит подвижной и динамичной. Также его можно использовать на тонких негустых волосах, но большую часть этого средства все же стоит применять в прикорневую зону, постепенно растягивая по длине. Таким образом волосы получат максимальный объем и уплотнение в прикорневой зоне, и при этом тонкие волоски не будут падать от тяжести. И вот это частая ошибка женщин, у которых тонкие волосы. Они наносят средства на всю длину, то есть равномерно распределяя по всем волосам. И так как волосок тонкий, на поверхности создается пленка, то он просто не выдерживает вот эту тяжесть и падает. В итоге мы не понимаем, почему укладка упала. Мы ведь нанесли средства для объема и плотности, визуальной густоты, а оказывается, что мы просто перегрузили волосы. Оба крема TG желтый и фиолетовый достаточно экономичные в расходе. Я нажала на помпу один раз, и для моей половинки головы это было много. Нужно было наносить меньше. Здесь я уже просушила правую часть волос с фиолетовым TG, теперь буду наносить желтый. Желтый крем содержит мерцающие частички, они совсем микро, то есть на волосах не остается никаких видимых искусственных блесток, но этот крем придает дополнительное сияние тусклым, пористым и светлым волосам, то есть желтый TG больше подходит блондинкам, светлым волосам, например, от 7 уровня, то есть среднерусого и светлее. Он идеален для мелированных волос, седых, тонких, мягких, обесцвеченных, осветленных, то есть любых поврежденных, пористых волос. Также на поверхности создается пленка, которая утолщает каждый волосок. Если волосы очень тонкие, то его тоже можно наносить только в прикорневую зону, слегка протягивая до середины волос. То есть вот кому не хватает блеска на светлых волосах любых, однозначно лучше выбирать желтый TG. Еще от себя могу добавить, что эти средства немного капризны в плане укладки, сушки волос. Наносить эти крема следует на мокрые волосы или влажные. И если нужен объем и придание формы волосам, вы сушите волосы феном, тогда укладку нужно стремиться делать быстро. Крем на волосах достаточно быстро фиксируется, и волосы могут принять не ту форму, которую вы хотели. Конечно, можно смочить волосы заново, но эффект уже будет не тем. Поэтому, если вы делаете укладку медленно, то, конечно, лучше наносить на мокрые волосы. И, повторюсь, следите за дозой. Да, еще разница между фиолетовым и желтым TG в том, что фиолетовый можно наносить также на сухие чистые волосы для создания текстуры, подчеркивания прядей, но использовать совсем чуть-чуть, буквально с горошину.
Крем нужно выдавить на пальцы, а не на всю ладонь, растереть по пальчикам и уже приступить к укладке, к формированию прядочек. Если нанести на всю ладонь, то может не получиться аккуратно подчеркнуть текстуру. Волосы будут прилипать к ладоням, и их потом сложно будет усмирить. Также фиолетовые TG больше подходят обладательницам кудрявых вьющихся волос, которые сушат волосы кудрявым методом, то есть там жамкают снизу вверх. А желтый TG больше подходит тем, кто любит носить прямые волосы. Желтый больше подчеркивает выглаженность поверхности волос, но при этом волосы выглядят объемными и блестящими. Если же ваша цель создавать объем только в прикорневой зоне, подвижный объем, тогда подойдет любой TG. Сейчас я решила показать, как работает фиолетовый TG в качестве текстурного средства. Обычно я так не делаю, но это для ролика, чтобы наглядно показать, какими получаются прядки. Распределила немного по пальцам и прошлась по челке, ну и немного по другим волосам. Убрала пушистость, статику. Ну и вот такой результат у меня получился. Друзья, спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал. Всем удачи, пока!